Привет! В этом видео я расскажу историю Ангел Сима, написанную им же, так как, например, я считаю, что никто не сможет рассказать историю игрока лучше, чем сам игрок. Далее от лица Ангел Сима. Осу была для меня особенной игрой, но когда я об этом задумываюсь, то понимаю, что дело не только в самой игре. Это всего лишь игра, где нужно нажимать на появляющиеся кружки. Я начал играть в Осу, когда пошел в первый класс средней школы. Не произошло ничего особенного, что подтолкнуло меня начать играть. Когда меня определили в класс, я увидел парня, который играл в Осу Дроид. Я подумал, что это выглядит интересно, и спросил, как в это играть. Когда я узнал, что можно играть в Осу на компьютере, я сразу же ее скачал и начал играть. Вначале я не знал, что это онлайн-игра, я просто играл карты, которые дали мне друзья. Так, я играл 21 карту на протяжении полугода. Таким образом, карту Ладида я сыграл 3000 раз. В июле 2012 года я создал свой аккаунт и затем ушел из игры на 4 месяца из-за проблем в семье. Я начал играть снова в начале 2013 года, и играть я начал очень упорно. Я играл как минимум 3-4 часа в день. Когда я начал играть в онлайне, Кукизи вернулся в игру. В то время я слышал о нем, но не знал, кто он именно такой. Но куда бы я ни пошел, везде упоминалось его имя. Мое любопытство только нарастало, поэтому всегда, когда он заходил в онлайн, я смотрел за его игрой. Я был очень удивлен его уровню игры. Я спрашивал, он что, машина? Вы уверены, что это не читы? Как он вытворяет это на мыши? Потом я понял, что он играл на графическом планшете. Когда я попробовал поиграть на планшете своего друга, мне показалось это намного удобнее. Поэтому я захотел купить себе планшет и начал смотреть предложения по магазинам. Все хорошие планшеты стоили по 60-100 тысяч вон, что эквивалентно 3500 или же 5000 рублей. Для ученика средней школы просто не было никакой возможности позволить себе такую покупку. Моя семья также была не в лучшем финансовом положении. Но когда я взбодрился, я подумал, почему я не могу играть так же на мышке? Если этот парень номер один с планшетом, тогда я буду номер один с мышью. После этого момента я думал только об Осу, когда был в школе. Я постоянно думал о том, какие карты я буду сегодня играть, и потом разговаривал с друзьями, которые тоже играли в Осу. Затем, когда я приходил домой, я был нацелен на повышение своего места в топе, и это было настолько весело, что я часто даже забывал покушать. В то время Беатрис был лучшим игроком на мыши. Это была эра ППВ1. Я думал, что я должен идти по его пути и копировать его топ-скоры, чтобы стать лучшим. Из-за этого я наизусть запомнил весь его список топ-скоров. С тех пор я начал играть хардики с хиденом и даблтаймом. Это впоследствии превратило меня в ДТ игрока. С мечтами о высоком месте в топе я играл харды с хиденом и даблтаймом каждый день, пока не достиг топ-200. Но примерно в июле 2013 года вышел ППВ2 и начался новый рейтинговый сезон. Беатрис был на третьей строчке в топе с хиденом и даблтайм хардиками на ППВ1, и когда выпустили новую систему подсчета ПП, Беатрис упал до 3 значных мест. Так как я также имел скоро на 5.3-5.5 стар с хиденом и даблтаймом, то я упал примерно на 330 место. С этого момента харды с хиденом и даблтаймом почти не увеличивали мое место. Если они и давали мне хотя бы 1-2 ПП, то это уже было много. Это была просто нескончаемая полоса безнадежности и отчаяния. Я не мог получать ПП за харды с хиденом и даблтаймом, поэтому мне надо было играть ХДДТ на сложных мапах, но моя мышь просто не давала мне этого сделать. Вы даже представить себе не можете, сколько времени я тогда потратил, чтобы найти удобный хват для мыши. Каждый день сотни раз я менял чувствительность мыши. Втыкал и вытыкал провод от мыши, пробовал хват когтем, пальцами, ладонью и тому подобное. Нет на свете больше такого человека, который бы потратил на это столько же усилий, сколько потратил и я. Затем, в ноябре 2013 года, я наконец-то нашел хват, который мне кое-как подходил. Наконец-то мой ранг начал расти, но все же хват был не идеален, и мышь все еще очень часто вылетала из рук. Одно из препятствий было почти преодолено, финансовое положение в моей семье улучшилось, и я смог позволить себе купить планшет. Но когда я все-таки начал играть на планшете, я подумал, что было бы просто кощунством наплевать на все старания, которые я приложил, чтобы играть на мыши. Возможно, кому-то это будет непонятно, но я использовал мышь 2 года, и сколько бы мне пришлось играть на планшете, чтобы догнать мышь по скиллу. Именно поэтому я решил продолжать играть с мышью. В то время я использовал G1. Чтобы играть ДТ на мыши, она должна быть очень легкой. G1 как раз была такой и идеально помещалась в моей маленькой руке. Теперь моей целью был топ-50. Но мой ранг не шел дальше 100-го места. Я пытался поигрывать на планшете. Может быть, я чувствовал какой-то технический предел на мышке, поэтому я играл 1 неделю на мыши, потом 1 день на планшете. Максимум, сколько я мог наиграть, это 50-100 плеев. Это одна из причин, почему я все же могу хоть как-то играть на планшете в данный момент.
Много людей спрашивало меня по поводу моих настроек мыши. На самом деле, я не очень люблю отвечать на подобные вопросы, потому что даже если у вас уйдет уйма времени на то, чтобы найти свои хваты и свои настройки мыши, то это все равно рано или поздно приведет вас к повышению скилла. Слепое копирование настроек и игрового стиля других игроков никак не увеличит ваш ранг. Именно поэтому, если я даже и хотел быть похожим на какого-то игрока, я никогда не копировал его настройки или скины. Лично я считаю, что я очень быстро поднял свою позицию в топе. Я ненавижу проигрывать и всегда иду на пролом до победного. Даже если я играю карты, которые я не могу паснуть, я буду пытаться множество раз. Я всегда играл в Freedom Dive 4 Dimensions, что дало мне ту выносливость в стримах, которую я имею сейчас. Таким образом, я пробил грани своего скилла и примерно в августе 2014 года почувствовал, что достаточно быстро набираю скилл. Скорее всего, это было из-за карты QMaino True Force Extra Div 7 Star DT карта, которую Хвик 225 с хиденом и даблтаймом сыграл с двумя миссами и которую я вкашнул с 1 соткой. Я до сих пор вспоминаю, с каким наслаждением я кричал, когда крутил тот спиннер в конце. Я продолжил ставить сильные скоры, пока не дошел до топ-8. Примерно в это время я стал набирать популярность в комьюнити и сменил свой ник с Firebat92 на AngelSim. Многие люди спрашивали у меня значение этого ника. В это время был человек, ник которого был DarkSim. Он дал мне много хороших карт и очень сильно помог мне, так что я хотел, чтобы у меня был ник, который как-то связывался с ним. Но, например, ник WhiteSim звучит как-то убого, поэтому я решил, что сделаю никнейм AngelSim. Большего значения у ника просто нет. Но затем мой главный товарищ в Осу карьере G1 сломалась и гарантия уже закончилась, поэтому я не смог ее починить. Я купил еще одну G1 от того же бренда, но она чувствовалась как абсолютно другая мышь, поэтому я купил G100S снова. И это именно то, из-за чего я попал на черную полосу своей игры в Осу, когда у меня не было ни одного хорошего скора. Примерно в конце ноября 2014 года я вкашнул Freedom Dive Another Div и получил номер 1 на ней, что сделало меня немного известнее. В то время, судя по всему, я двигал курсор так, что некоторые сомневались, что я играю на мышке. Они спрашивали меня, почему бы мне не доказать, что я использую мышь, или почему мне бы не постримить. Даже когда я смотрел на движение своего курсора, они казались достаточно трясущимися. Но суть была в том, что если ты быстро двигаешь легкую мышь, она трясется примерно так же, как трясся бы курсор на планшете. Дело было не в моей руке. В любом случае, я начал упираться в лимиты мыши G100S, и моя игра была далеко от идеала, поэтому я начал терять интерес к игре. Но потом, в марте 2015 года, мышь с названием N-Mouse 4K была выпущена. Я даже не знал о ее существовании, пока не увидел ее рекламу. Я посмотрел на ее характеристики, и моя реакция была типа «Что? За эту цену такие характеристики, такой вес и такой дизайн?» Я был полностью шокирован и просто сразу купил эту мышь. Она вышла мне примерно в 25 тысяч вон, или же 1500 рублей в то время. Через 2 дня она пришла, распаковал, начал использовать. Это была моя мышь, сделанная для меня мной же. С этого момента я играл без перерыва. В то время я был где-то на 8-10 месте, и потом пошел по наклонной примерно в декабре. Когда я начал играть после спуска в рейтинге, я начал играть чуть лучше. Моим топ-скором тогда был Ogdet HD DTHR SS на 550 pp, и это было сделано с G100S. Но не прошло и месяца после прихода мыши, как я поставил 560 pp скор. Затем я поставил 600 pp на ремоут-контроле и 600 pp на уте. Я думаю, что мои pp росли на 100 каждый день. Мне понадобилось меньше 3 месяцев, чтобы дойти с 9к pp до 10к, и меньше чем 2 месяца, чтобы дойти с 10к до 11к. Я продолжал примерно так же подниматься в ранге, рос только мой рейтинг. Все остальные игроки играли меньше, чем я, поэтому я чувствовал, что беру ситуацию в свои руки. Я достиг топ-4, но даже тогда меня не посещали мысли о том, что я смогу быть топ-1. Почему? Потому что Хвик был топ-3, и разница в ПП была между нами около 1000. Мне надо было добраться с 11 тысяч до 12. Кто вообще мог подумать, что у меня это получится? Я тоже так не думал и захотел стать ранкед-плеером в Overwatch. Из-за этого я меньше играл в Осу и начал играть в Overwatch. Каждый раз, когда я переходил из Осу в Overwatch, мне казалось, что экран становился медленнее. Я очень хотел 144 Гц монитор, но я не знал, где достать на него деньги. Именно поэтому я начал стримить на Твиче, и я думал, что если я наберу $500 донатами за 3 месяца стриминга, то это будет очень хорошим результатом. Я начал стримить и... ОМГ, я получил $1000 в первый же день! К тому же меня смотрело около 700 или 800 людей. Слезы пошли из глаз после того, как я закончил трансляцию. Серьезно, у меня даже не было камеры, но я получил так много внимания. Это заставило меня больше фокусироваться на Осу. Я вдохновился и поставил для себя цель в игре.
Я решил получить топ-1 несмотря ни на что, и я фармил с таким вкладом сил, как ни во что больше не вкладывал в своей жизни. Если вы посмотрите на мои топ-пранки, то вы увидите, что большинство из них сделано примерно в один промежуток времени. Это был период, когда я фармил с 11 кпп до 12к, и в сентябре 2016 года, та-да, мы имеем топ-1 на мыши. Я люблю быть особенным, именно поэтому я был привязан к мыши. Кто-то когда-то сказал, что мышь лучше, чем планшет, если ты к ней привыкнешь. Нахуй тебя кусок говна, за мат извини. Мышь просто ужасна для ОСУ, я играл на мыши только потому, что я не хотел быть обычным игроком. Люди спрашивают, почему мышь это плохо, но если вы можете удалить координатную фиксацию на планшете и играть лучше, чем на мыши, тогда я вас признаю. Конечно же, 7 плюс стармапы. Если вы нацелены на топ, тогда просто начинайте играть с планшетом. Я решил написать это, потому что сейчас раннее утро, и у меня неплохой эмоциональный буст. Я получил топ-1 и ОВЦ закончилось, поэтому меня больше ничто не держит в этой игре. Сейчас я начну пытаться прогрессировать в жизни. Конечно, я собираюсь закончить играть только в ОСУ, я все еще буду играть в другие игры. Когда-нибудь мы еще встретимся, ОСУ. На данный момент у Ангелсима 13332 ПП, и он находится на 6-й строчке в рейтинге. 5700 ПП скоров и 33600 ПП скоров. Самые большие топ-скоры Ангелсима были показаны на экране. Подписывайтесь на канал, если вы хотите видеть еще больше таких видео. Также приходите на мои прямые трансляции на этом YouTube канале. Там вы можете задать мне любой вопрос, связанный с игрой, а также погрузиться в ламповую атмосферу. К тому же, не забывайте подписываться на мою группу ВК. Там вы сможете найти различные интересные новости, связанные с ОСУ и его комьюнити, а также я всегда делаю там анонсы своих стримов. Спасибо за внимание, удачи!